Приветствуем всех любителей бильярда на чемпионате мира в Самарканде 2026 год. Динамичная пирамида. Финал играют Иосиф Абрамов, Никита Володин. И разыгрывают они сегодня почти 20 тысяч долларов. Об этом чуть попозже. Никита Володин был на разбое. Как мы видели из заставки, 7 званий чемпионов мира на двоих у Абрамова и Володина, 4-кратный чемпион мира Иосиф Абрамов и 3-кратный Никита Володин. И сразу же интересная ситуация. Это фол у Никиты Володина. Оттягивал он свой к себе, там белые шары запутались, ни один шар не сделал два борта. Но вот у правого от борта левого был шанс перекатиться еще через центральную линию. Это тоже, как засчиталось бы, не за фол. Иосиф Абрамов снял себе шар. Ну и мало того, у Иосифа появился свояк. Это очень важно в динамичной пирамиде. Забивает он его. И теперь будет играть с руки из любого положения на столе. Забивает чужой. Недостаточно хороший выход. Не так хотел Иосиф перед этим сделать. Хотел он на свояка в среднюю выйти, но пришлось бить чужой. (5-0), игра с руки, все шансы закончить первую партию. Итак, о призовых 18,5 тысяч долларов разыгрывают участники сегодня. Участники финального матча 12,5 получит победитель и 6 проигравший. Тем временем ошибается Иосиф. Не совсем уверенный выход перед этим был. Получился выход на тонкого своячка. 6-0. Так, давайте пока посмотрим турнирную таблицу. Пусть отыгрываются. Начнем с Иосифа Абрамова. Иосиф Абрамов был посеян под первым номером в турнирной таблице в первом туре. 9-1 победил Нуридена Думана из Казахстана. В 1/16 9-5 победа над Кушбаковым Кубатбеком из Кыргызстана. В 1/8 Иосиф обыграл Сагынбаева Каныбека легендарного из Кыргызстана 9-3. В 1/4 под раздачу попал Зверев Максим 9-5. И в полуфинале Иосиф обыграл Калыбека Улу Арсена из Кыргызстана. Тем временем фол у Иосифа Абрамова. Судьи объявляют штраф. 6-1. Существенно это не повлияет на игру. Итак, как шел Никита Володин по турнирной лестнице? Был посеян он под вторым номером. В первом туре встречался с Казаченко Ильей из Беларуси. 9-2 победил. В 1/16 Никита обыграл Аминова Азамата из Узбекистана 9-2. Далее
со счетом 9-4 в 1/8 обыграл Семена Зайцева из России. В 1/4 Артема Балова из России 9-6. И только в полуфинале Никита встретился с затруднениями против Нурбека Саломова из Узбекистана, но удалось ему победить 7-5. Так, хорошая возможность у Иосифа. Не получилось. Мог закончить первую партию. В том смысле, забил бы свояк, потом чужой с руки. И Никита Володин в погоню. Но для этого надо биток забить, свой где-то найти. И надо бить. Надо бить, промах. На среднюю выходят два шара, хочешь чужой. Ну, естественно, Иосиф будет бить свой. 6 шаров у него, 7 и 8 с руки. Один 0. Додавил он эту первую партию. Матч проходит до 9 побед. В четных партиях разбивать будет Иосиф, а в нечетных Володин. Пока никому не удалось с разбоя открывать счет, образовался своячок у Никиты. Неоднозначный. И загородил шар. Свояк так бы забил Иосиф в среднюю. Идет, ныряет, забивает своячка. Один 0. Есть продолжение. Куда выход? Выход непонятно. И бьет дальний свояк. Это такие удары только на трикшотах. В серьезных партиях забиваются очень редко. Да, не стал Иосиф бить что-то другое, выходить вот под тот шар, который он чужой в среднюю бил с руки под свояка. Видимо, не нашел хорошего варианта. И отыгрыш. Сложная проводочка. Отлично справляется Никита. У Иосифа проводки нет, поэтому просто накатывает. На короткий ставит биток. Отыгрыш Никиты. К дальней лузе биток прицельный. Нужно переводить на эту половину. Справляется. Просто перевод на дальнюю.
Никита может атаковать. Правый нижний бьет. И забивает отличный шар. Теперь тут надо думать. Очевидных продолжений. Ну, чужие-то легкие стоят. Пока под свой в среднюю налево. И довольно большая ошибка. Возможно, пока еще не восстановился от полуфинальной встречи Никита Володин. Там была сложная ситуация. 7-5 он выиграл. Время. Иосиф тем временем чужой забивает. Ну, разве что тонкий свояк в тот же угол. Или налево. Налево там посложнее. И тут же забивает. Выход будет на левый угол. Не слишком ли далеко? На ударе придется на мощном. Все четко. 6 шаров. 7-й-то он забьет. Выходить будет, скорее всего, на дальний правый или даст туда. Да. Итак, у Никиты Володина был сложный полуфинальный матч. 7-5 он выиграл, потому что время, отведенное на матч, вышло. И 6-5 он вел. И разыгрывали они последнюю уже партию. Если бы выиграл Соломов, шансы у него были, тогда бы... Вот Иосиф тот смазал. Тогда бы что? Тогда бы били булиты. Это свояки с руки. И там уже лотерея. Но Никита выиграл последнюю партию. Вышел в финал. Свой к себе хороший вариант. Иосиф, если там шар не совсем в лузе, то будет атаковать в правую нижнюю. Вот такая атака по скату. Бесплатная. Без особого риска. Понимает Иосиф, что тут уже, если он возьмет вторую партию, это захватит инициативу. Можно скатывать, а можно и пить сильно. Идет на риск Никита. Умеют неплохо забивать профессионалы такие шары. Ну, в такой позиции пошел на риск. 2-7. В случае удачи мог бы получить хорошие шансы.
Итак, 8-2. Выигрывает Осип вторую партию. На разбое Никита. Важно забить. В случае незабития важно не поставить свояка. Тут есть свояк. И третья партия начинается с отыгрышей. Недолго они продолжались. Ошибка Иосифа. Но особо ничего не поставил, хотя возможность у Никиты была. Да. Юра. Рано. Карта. Своей возможностью он не воспользовался, а вот Иосиф не промахнулся. Итак, 1-0. Будет партия с Кия сегодня? Думаю, что будут, но я имею в виду вот именно третью партию. Есть шанс у Иосифа. Хорошо, шары расположены для этого. Мог бы даже на тот же угол выходить. Там 3 шара под свояк стояли. Вот решил пока вот этот более легкий забрать, среднюю. Семь шаров и заключительный чужой с руки. Такие очень редко, но мажут все-таки профессиональные игроки. Но не в этот раз. 8-0, 8 шаров. Ския забирает одним подходом Иосиф третью партию. 3-0 повел. И сейчас еще забьет, но нет. Довольно большой промах. Довольно для кого? Ну, для болельщиков Никиты. Тоненький своячок. И застревает шар. Обидно, удар-то был хороший. Тонкие свояки всегда сложно бить. Чем тоньше соприкосновение шаров, тем больше момент проскальзывания. И тут сложно угадывать отскок. Прицельный в среднюю. И выходил на свояк. Достался он Иосифу. Другое дело, забьет или нет.
Пока 0-0, сумбурное начало такой четвертой партии. Никому не удается зацепиться, открыть счет. Свой к себе от борта, от Никиты. Особо он и не старался. Вот так вот Иосиф поставил на короткий, так, чтобы сложно было отыграться. Ну вот от правого нижнего, на правый нижний можно было накатить и поставить на ближний, там короткий. Никита решил без контроля прицельного отыграться. И вот так же попал, как и в первой партии. Там еще и со штрафом было. Теперь Иосиф на коне. Спокойно разбирает позицию. Если все 8 не насобирает, то уйдет все равно в большой отрыв. Семь шаров у Иосифа. И, скорее всего, одним подходом также закончит и эту партию. Вот так, одна ошибка. Не проконтролировал прицельный Никита. И до свидания. 4-0. Разбивает Никита. Очень нужно забить. И как там встал шар. Да, загораживает. Прицельный между шарами. Удачно для Никиты сложилось после разбоя. Уважаемые Иосиф зрители, ставит капкан. продолжаются финальные встречи. Просьба соблюдать тишину и не перемещаться по Нужно залу. отыгрываться так, чтобы после соударения был борт и потом перекат или второй борт, и не показать дальний шар. У Иосифа задача стояла попроще, естественно. Просто перекатил и в длинный борт.
Решил Никита подальше отыграться. Но здесь абриколь проходит. Можно и чужой бить, но он не выгоден в данной ситуации. И шикарнейший удар от Иосифа Абрамова. 1-0 он повел. Второй, третий очень легкие стоят. Вот, прицельный в левый угол, свой в правый. Потом с руки четвертый. 4 шара просто даром забирает, кроме первого. Ну, еще не забил четвертый, но забьет. И у средней лузы образовался тоже выход на своячка. Оставить на месте. Туда же 5-0. Да, неудача большая. Это был пятый, шестой с руки, потом в дальний угол седьмой. Это была бы уже партия. Так, флюк падает. Извинился за дурака Иосиф. Ничего он здесь не решает. Судя по всему, абриколь бил. Не забил, шар застрял. Среднюю атакует. Никита забивает неплохо. И думает, как провести хорошую серию. Так, ну для начала надо войти в игру. Забрать пару легких шаров. Это делается на раз-два. Пошел к средней. Неплохо, пригодится. И тут выход на противоположную среднюю, на тот шар, который от предыдущего удара. Пять. Шестой в угол. Седьмой туда же. И восьмой уже с руки.
Да, смотрите, сейчас заберет. Да, так и есть. Забирает партию, размочил счет 1-4. Вот так вот на элементарном ударе ошибся Иосиф. И наказание. Был близок Иосиф на разбое, но не получилось. Куда идет средний шар, на свояка или на чужого? Это важно. Это свояк. И у Никиты появляется возможность взять партию одним подходом. Хотя позиция так себе. Близко по углам и по средним под свояки. Ну, всего один шар, да, вот туда хочет выйти. Там даже если выйти на ту половину и забивать на сильном ударе, тот шар белый, ну, близко к лузам не подойдет, чтобы потом под него под свояка выходить. Да и выход не удался. Или все-таки сложно было. Тонко бил. Иосифу ничего не остается, как атаковать в левый угол. Там тоньше, чем в полшара, по-моему, стоит. А нет, нормально стояло, но не забил. Расклеилась слегка игра у Иосифа. Ну, это нельзя было назвать атакой. Ну, дуплет, один шар. Даже если бы упал. И решил разбить кучку Никита. Теперь поотыгрываются свой к себе. Кому-то надо на короткий, вплотную, на середину короткого ставить. Вот Иосиф попытался, но вплотную не получилось. У Никиты есть оттяжка, но без контроля прицельного. Все обошлось. И опять такую же позицию ставит ему Иосиф. Теперь уже там поплотнее. Опять надо пытаться оттягивать. Вероятность таких отыгрышей, ну, то, что не подставишь, конечно, высокая, но и от них можно и подставку дать. Опять Иосиф неплохо ставит, запрягает, так сказать. Вроде бы нормально отыгрался. Не образовался ли там своячок? Да, был. Была возможность. Переиграл Иосиф Никиту в отыгрышах, но не реализовал своячка. Ну, средний проходит. Да. Легкий шар достается Никите. И тут уже позиция-то
на хорошую серию. Смотрим. Ну, тут ошибочки и от того, и от другого. Чем можно объяснить? Тем, что столы новые, строгие. Я думаю, приспособятся игроки уже и будут намного лучше реализовывать. Скорее всего, не так они серьезно концентрируются уже на таких легких ударах и из-за строгости стола. А если бы поответственнее бы били, то тут 100% бы забили, даже несмотря на строгость. Скорее всего, этим объяснялось. Поэтому они сделают уже эту поправку, будут более ответственно и аккуратно даже к простым шарам относиться. И пойдут уже серии. Иосиф почти догнал. Выходит на свояк на тот же угол. Сильный винт от лузы. И шар забит. 5-4. Шесть 4 выход на ту же лузу, что и предыдущий шар. Свояк был забит. Это уже посложнее немножко. Провоцирует Иосифа вот от тех двух шаров бить свой. Иосиф не поддается. И в итоге плохо отыгрался. Надо забивать Никите. Справляется. Идет шар к средней. Это для него очень даже неплохо. 5 шаров. Чужой свой надо найти. И там 8 уже с руки. Свой, естественно, в среднюю ему надо бить. Туда и будет выходить.
Ну и прицельный выкатывается на угол. Убирает. Мог бы и тот бить, в случае, если что, Никита. Но тут такой вариант. Подогнали. 8-6. 2-4. Никита бросается в погоню уже, казалось бы, безнадежную. А если еще и забьет, забивает. И ждем. Ждем от Никиты партию одним подходом. Должен он поддержать Иосифа. У Иосифа таких уже две. Отличный подбой. Совсем не лишний. Открывает хорошую перспективу на еще 5 шаров. 3 уже есть. Ой, неудобно бить. Справляется. Есть же такая прибаутка у бильярдистов. Неудобно. Бей. Решил под прицельный выйти. Ну тут это уже 8. Значения не имело. Итак, 8-0. Одним подходом. Молодец, Кия. 3-4. Вот это уже равная борьба. После 0-4 я не ожидал. Очередной неточный разбой. Пока только у Никиты один раз получилось. И недаром, но возможность была. Вот Иосиф тут в такую резку на ударе надо бить. И отлично заколачивает. Где еще 7 найти? Как-то улучшать надо позицию. Может быть, что-то там убрать из кучи, да, и как-то чужой забить с подбоем остальных шаров. И надеяться, что получится свояк, и тогда уже всю партию забрать. Да, пытался. Образовался ли своячок где-нибудь? Похоже, что нет. Ну, такая возможность была все-таки.
далеко не стопроцентная. Поэтому промах при счете 2-0. Тут уже надо отыгрываться обоим. Плохо отыгрался Иосиф. Хотел он прицельным свой к себе тянул, а прицельным хотел сбить вот этот шар, от которого забил Никита. Тут уже немножко получше ситуация. Прицельный в угол, и потом в левый нижний, и в дальний тоже. На свояка можно. Так, прицельный. Ну, немножко сильнее, чем хотел Никита. Остановись ближе к борту, и потом опять от него можно было свояк. Теперь на левый нижний будет выходить. Посмотрим. Ну, так и есть. Хороший винтик. И отлично забивает. Пять шаров и первые трудности. Шестой. Придется вот так вот вдоль длинного играть. Но не должно составить труда, да. 7 шаров и 99% победа в этой встрече. Не будем бежать впереди Никиты. Восемь-два. 4-4. Кто бы мог подумать? Сравнивает счет Никита. И с прошлого разбоя он забивал. А сейчас пристрелялся, смотри как. И многое зависит от этого. Нет. Вот этот шар, если бы он в короткий поднялся бы к средней, было бы намного лучше. Так, надо оттягивать. И от правого. Позиция, ну, неплохая, не фонтан, конечно. Не даром. Так, забил. И подбойчик. Толком ничего не подкатилось к лузам. Но 3 шара есть. Четвертый будет. Скорее всего. И опять на тот же угол выходит.
Главное сейчас забить, а там, возможно, что-то подобьется. А вот забить-то не получилось. Так, пока отыгрываются, с вашего позволения, попью кофейку. Кофе-брейк не удался. Никита Володин все испортил. Отличный шар по отыгрышу свой к себе от борта забивает. 5 шаров у него. У средней 7. 7-0 и сдается. Иосиф там не один, а несколько легких с руки. Верит он Никите Володину. 5-4. Никита Володин впереди. Пересекает экватор. И что у нас после разбоя? Смотрим, есть своячок. Надо забивать. И такую возможность упускает Никита. Итак, 5-4 впереди Володин, до 9 побед. 0-4 он проигрывал. То есть 4 партии подряд взял Иосиф первый, и потом 5 партий Никита. Очень близок был Никита. Упал дурак. Ничего не решающий. И даже, возможно, затрудняющий Никите последующий удар. Видно ли ближний к средней, прицельный? Нет, не видно его было. Удалось отыграться. Виден шар Иосифу. Атака была сложная. Не забил. Уверенно забирает второй шар Никита. Выходит на среднюю. Не совсем комфортный своячок. Тонкий.
тоньше тонкого бьет. И теперь уже Иосиф упускает возможность. Два 0 Володин. Третий не забил. Ну пора уже. Да, сумасшедший по силе удар. Скорее всего, на оттяжечке. На правый нижний. Перестарался, но на ударе он бить любит и умеет. 3-2. Смотрим позицию. Наиболее хорошо дальний левый расположен. Оттяжки туда и будет выходить. Два шара сразу падает. И на дальний правый. Нет, на среднюю выходит. Все получилось, счет сравнялся. На разбое Никита. 2 раза он забивал, на этот раз не точно. Отдает прицельный, с него и начнет. Лучше выход на среднюю. Выйти было сложно. Но будет бить. Шар не на борту. Хороший винт от лозы нужен. Да. 2-0. Получше заиграл. После 5-4 Иосиф 5-5 сравнял. И сейчас на серии. Опять такой же удар. Чуть не повылетали все шары. Спокойно, шарики, как бы говорит Иосиф. Здесь пришлось поволноваться ему.
Перед этим не совсем четкий выход был. Пришлось немного тонкого играть. Седьмой, восьмой можно было и на чужой выйти. Но тут свой попроще. 8-0. Сразу с кия после разбоя Володина 6-5. Никите оставалось только наблюдать. Просто не забил с разбоя и получил партию. Иосифов совсем уж неточные разбои, но играет хорошо. А может быть, перестраховывается. Понимает, что если не забьет, то как бы лучше в длинный борт попасть, и чтобы там остался своячок, чтобы биток не вышел куда-нибудь. Итак, дальний свой от Абрамова. Отличная реализация. Вот опять мы видели хороший вроде бы отыгрыш от Никиты, но прицельный он не проконтролировал. Прицельно ударился в другой белый, и белый выкатился под свояк. Возможно, другая игра была бы, если бы Никита более строго контролировал прицельные шары, ну, более ответственно к этому относился. Именно в этой игре, в динамичной. Свободную пирамиду это, конечно, не имеет такого значения. Еще одна партия с кия будет. Если удастся выйти на левую среднюю, то там свояк будет легким. Но не с этой позиции. С этой позиции надежда у Никиты есть. Но, как говорится, мастерство не пропьешь. Семь 5 уходит в отрыв Иосиф Абрамов. Очередная партия одним подходом. И кто у нас на разбое? На разбое Никита. Опять ему надо догонять. 3 партии подряд он проиграл. И опять после разбоя тут Иосиф не промахнется. И видим мы не совсем очевидную позицию. Здесь ее разобрать будет непросто. Была такая же ситуация у Никиты. И тогда ему не удалось сразу закончить партию. Посмотрим здесь.
примерно он делал серии, и где-то вот примерно на таком свояке Никита ошибся. Ну, может, чуть сложнее был своячок. Сути для профи это не меняет. Что, ставить нарезку или прямо? Если нарезку, нет, побивать не будет. Делает выход на дальнюю лузу. Непростая серия ведется, выйти не удалось, и тоненький не забит. Вернее, выйти-то вышел, но не так, как хотел. Бить такой прицельный смысла не было. Это динамичная пирамида. Хватается за голову Никита. Опять проблема с контролем прицельного. Просто отдал легкую игру Иосифу. А у него-то уже 4 шара было. Сейчас 6-й. Зависит, насколько удачный был этот. Да, выход был неудачный. Возможно, стоило выйти на прямой в среднюю, а потом с этого чужого на еще один чужой в угол. Туда же, куда предыдущий бил. То есть так закончить нестандартно 3 чужими. Это был бы легкий вариант, но не такой надежный, как если бы получился выход на свояка Иосифа. Там уже 100% победа была бы. Итак, Никита. Не просто здесь ему. Не все гладко в его игре. Посильнее надо было оттяжку делать, чтобы от борта подальше отошел. Но справляется. 3-кратный чемпион мира. Нормально. Чуть-чуть перетянул, но... Ошибочка. Совсем не обязательно. Там руками тормозит Иосиф. Прицельный. Потому что для него это даром.
что такое? И он ошибается. А почему он так волновался? Руками тормозил. 6000 за второе и 12,5 за первое. Это в долларах. Разница приличная. Не получилось. Ну и застрял шарик. Ничего не отдал перед этим. Ну, сомнительный отыгрыш сделал Никита. Там, возможно, от короткого к себе надо было проводить. Разводить шары по разным половинам. Ему, скорее всего, виднее, но судя по тому, что он несколько раз ошибался на отыгрышах, что приводило к поражениям. Стоило бить такой. Возможно, лучше было бы от борта к дальней, к правой угловой отыграть биток, а тут дает возможность хорошую. И это... Как станет прицельный? Да. Это уже 8-5. Не побоюсь этого слова. Точно. Сглазить не удалось. Ну, я не надеялся, конечно. Это так, шутка. 5-8 летит Володин. Так хорошо середину матча провел. И в конце сдулся. Но еще не поздно. Двигаться по залу. Спасибо за понимание. Эту партию можно забрать. Вот есть свояк. Шары хорошо стоят, надо только забить. Есть. Два шара в правый угол. Будет пытаться. Сначала чужой. Не понравилось ему, как порезки пошел. Выходил на правый, ну, на второй справа. Не получилось, пришлось бить прицельный. Может быть, еще выкрутится. Надо бить в среднюю, выходить на правый угол. И будет пытаться своячок. Ну да, с нашего ракурса оказался тонким, а он был нормальный. Четыре шара, и вот уже пятый, шестой нарисованы.
сильную оттяжку на дальний шар. Уже он туда смотрел, значит, будет туда выходить. Ну просто на чужой, да, разумно. Восемь-шесть. Но в одном шаге Иосиф от победы, поэтому пока слегка подсластил горькую пилюлю Никита. Следующую партию надо брать, и тогда, возможно, Иосиф уже заволнуется. Но какой отличный удар у Никиты. Но ведет он, ведет по разбоям, ведет разбойник. Причем Иосиф ни разу не забил. Никита уже третий раз забивает. Так, 3 шара легко забрал. Теперь на угол надо выходить. И что у нас по званиям получается? Никита Володин, если выигрывает, то 4-кратным становится. Догоняет Иосифа, и будет их уже 4. Никита Володин, Иосиф Абрамов, Эдуард Гальянс и Юрий Пантелеев из 90-х. А впереди на легком коне и из 90-х, и из 2000-х, и 2010-х 8-кратный чемпион мира Евгений Сталев. Диана Миронова в женском русском бильярде — это вообще уникальное событие. 15-кратная чемпионка. Никита на 4 шарах остановилась. И почти из лузы атакует Иосиф. Если разберет эту позицию, то будет считаться. В случае победы Иосиф становится 5-кратным чемпионом мира, выходит на общее 2 место по завоеванным первым местам на чемпионатах мира. Впереди только Сталев. Пока неплохо. Вполне по силам ему сейчас на дальний шар выйти, забить его. И потом еще чужой забьет. 100% почти. А это будет 6. Нет, на 4 тоже остановился. Волнуется? Конечно, волнуется. Вот пьет водичку. Не получается забить свояк у Никиты. Что с подбоем? Проходит ли образовавшаяся пара? Раз не бьет, значит не проходит. Тонкий своячок. В очередной раз мимо кассы. И
Судя по подготовке, рискует Иосиф. Дал ему такой шанс Никита. Не знаю, может быть, провоцировал на такой удар в надежде, что промахнется. Ну, скорее всего, просто неаккуратно отыгрался. Тут вопрос спорный. Пошел на сильный удар Иосиф, забивает на отличном силовом ударе в отскок, а теперь чужой. Куда пошел биток? Ну, как-то не очень. В левый дальний, с левой. Нет, будет это посложнее, но зато комфортно. Седьмой шар. И в левый дальний угол будет бить, скорее всего, прицельный. Это наиболее легкий шар в этой позиции. Все зрители замерли, Никита уже ни на что не надеется. Да, поаплодировал. Иосиф, пятикратный чемпион мира. Все, кто любит бильярд, подписывайтесь. Русский снукер, пул, английский, неважно.